Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. В сегодняшнем обзоре будет разбор компании AO Smith. Данная компания торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Она доступна для покупки российским инвесторам и трейдерам. Давайте поближе познакомимся с данным активом. AO Smith Corporation – один из ведущих мировых производителей бытовых и коммерческих водонагревателей и бойлеров, предлагающий обширную линейку продукции самых известных брендов в Северной Америке, Китае и Индии. Компания была основана в 1874 году. Предприятие располагается в США, Канаде, Мексике, Китае, Индии, Великобритании, Нидерландах и Турции. Также есть продажи в более чем 60 странах мира. Цель компании – стать ведущей мировой компанией в области водных технологий, и мы сосредоточены на создании этой платформы за счет разработки новых продуктов, глобального расширения, стратегических приобретений и партнерских отношений. О компании AO Smith. Наша высокоэффективная система водяного отопления позволяет экономить электроэнергию, а наши продукты для очистки воды экономят воду и снижают зависимость от одноразового пластика. Компания управляет следующими продуктами. Это уменьшение количества пластиковых отходов, конструкция с уменьшением воздействия, дает важные преимущества в экономии ресурсов, и сырье. Наши водонагреватели и бойлеры, которые сделаны из стали, почти на 100% подлежат вторичной переработке. Сталь, которую мы закупаем для водонагревателей в Северной Америке, на 55% состоит из переработанных материалов. Порядка 28% продаж по итогам 2019 года приходится на те продукты, которые оказали позитивное влияние на воздействие на окружающую среду. Также 29% от продаж по итогам работы 2019 года в Северной Америке это водонагреватели, которые имеют высокоэффективный класс энергетической эффективности и имеют статус Energy Star. Хотелось бы обратить внимание на 5-летний рост прибыли на акцию. По итогу работы за 2019 год он составил 13%. Также 5-летний рост дивидендных выплат составляет 25%. И также компания реализует план по обратному выкупу акции. В настоящее время маржинальность компании опережает средний рост ВВП в США. Выручка по итогу 2019 года составляет 69% это Северная Америка, 31% это остальной мир. Также компания объявила повышение оптовых цен на продажу водонагревателей в США в связи с тем, что затраты на сталь, фрахт, рабочую силу и расходы, связанные с COVID-19, продолжают расти за последние 19 дней. В ответ компания объявила о вышеуказанных повышении цен с 1 февраля 2021 года. Также хотелось бы отметить прогнозное заявление о рисках. Прогнозное заявление компания выделяет следующее. Риски. Спрос на наши продукты, особенно коммерческие, нарушение цепочки поставок и ликвидности в результате серьезности и продолжительности пандемии COVID-19, дальнейшее ослабление экономики Китая, дальнейшее снижение темпов роста потребительских расходов или продаж жилья в Китае, значительная нестабильность в доступности сырья и ценах, потенциал ослабления жилищного или коммерческого строительства в США или нестабильность на наших замещающих рынках и колебания валютных курсов. Давайте теперь ознакомимся с последним отчетом, с крайним отчетом за 9 месяцев 2020 года. Компания использует определенные производные инструменты для повышения своей способности управлять валютным риском, а также риском изменения цен на сырье. Компания подвержена валютному риску в результате операций в валютах, отличных от функциональной валюты некоторых дочерних компаний. Компания использует форвардные контракты на покупку и продажу иностранной валюты для управления волатильностью. Помимо заключения соглашения о поставке, в ходе обычной деятельности компания также заключает фьючерсные контракты на фиксирование
стоимости закупки определенных видов сырья, в основном стали, с целью минимизации изменений в стоимости из-за колебаний рыночных цен. В нашем сегменте Северной Америки мы ожидаем, что в 2020 году объем промышленного производства водонагревателей вырастет примерно на 4% по сравнению с 2019 годом, что, по нашему мнению, обусловлено положительными условиями строительства нового дома и реконструкции. В нашем сегменте Северной Америки мы ожидаем, что в 2020 году объем промышленного производства водонагревателей вырастет примерно на 4% по сравнению с 2019 годом. По нашему мнению, это обусловлено положительными условиями строительства нового дома и реконструкции. В нашем сегменте «Остальной мир» компания ожидает, что продажи в Китае в 2020 году сократятся на 18-19%. Сочетая все эти факторы, компания ожидает, что консолидированные продажи снизятся примерно на 6-7% в 2020 году. Также хочется отметить, что у компании снизилась задолженность. Наша общая задолженность снизилась с 284 миллионов долларов США на 31 декабря 2019 года до 114 миллионов долларов на 30 сентября 2020 года. Во втором квартале 2019 года Совет директоров одобрил добавление 3 миллионов обыкновенных акций к обратному выкупу. В течение первых 9 месяцев 2020 года компания выкупила порядка 1,5 миллионов акций на общую сумму 56 миллионов долларов США. Из-за неопределенности, связанной с влиянием глобальной пандемии COVID-19, компания приостановила обратный выкуп акций. Об секторе Industrials. Это промышленные предприятия. Данный сектор разделен на 3 промышленные группы. Это капитальные товары, коммерческие, профессиональные услуги и транспорт. И каждая группа имеет свои подотрасли. Одной из них является промышленное оборудование. Это та отрасль, в которой работает компания АО Смит. Касаемо удельного веса сектора Industrials в индексе S&P 500, он занимает 6-ю строчку с весом порядка 9% от общего портфеля. Давайте теперь посмотрим на фотографию основных финансовых показателей и мультипликаторов компании АО Смит. В настоящее время мультипликатор P на E в районе 30, форвардный PE ожидается снижение 25 за счет увеличения прибыли на акцию, P на S в районе 3, Price to book в районе 5, капитализация к свободному денежному потоку покрывается за 32 года, краткосрочные и долгосрочные обязательства, они практически не существуют. Дивидендная доходность порядка 1,8%, но о ней мы поговорим далее по видео. Payout ratio в районе 50%. Давайте посмотрим теперь на отрасль. Специальное промышленное оборудование, в которой работает АО Смит, она представлена многими компаниями, которые находятся в нескольких странах. Это и США, и Ирландия, и Великобритания. Здесь я отметил наиболее конкурируемые компании, которые примерно занимаются схожей деятельностью. И давайте теперь все-таки сравним мультипликаторы АОС с данной отраслью. Что касается PE, то он здесь по этой компании равен 30. Мы видим, что разброс данного мультипликатора он от 19 до 85. То есть по данной компании он 30, что находится примерно в таком среднем диапазоне. По ПБ также есть перекупленные компании, и мы видим в целом, что отрасль, она, так скажем, вся перекуплена. То есть нету таких компаний, которые бы торговались по справедливой стоимости к отношению своей балансовой цене стоимости. По дивидендным выплатам также есть и низкие показатели, и высокие показатели. То есть я сделал отдельную таблицу
по сравнению с конкурентами выделил данные компании. И как показала данная таблица, по мультипликаторам основным компания AOS здесь находится лидером. Второе место в данном сравнении занимает компания PNR. Давайте в данном видео я сравню вам и покажу динамику изменения цен по этим двум активам. Давайте познакомимся с компанией PNR, а именно Pentair. Значит, данная компания предлагает различные интеллектуальные решения для водоснабжения по всему миру. Она работает в трех сегментах: Aquatic Systems, Filtration Solution и Flow Technologies. Значит, можно ознакомиться с данным активом поподробнее, но давайте не будем на это тратить большое время. Касаемо годовых отчетов и квартальных отчетов основных финансовых показателей, что касается выручки и прибыли, то можем заметить, что компании обе склонны к кризисным явлениям, а именно к кризису 2008-2009 года. Как мы видим по диаграмме, выручка и прибыль сократилась, но дальше идет прирост данных показателей касаемо компании AOS. По годовым отчетам PNR мы видим боковое движение прибыли и выручки. То есть в данном отношении AOS является более ростовым активом с растущими финансовыми потоками. Что касается долговых обязательств, то обе компании берут долги и эффективно ими распоряжаются. Берут долги и их погашают. То есть здесь обоим компаниям можно поставить плюсик. Что касается операционного денежного потока и свободного денежного потока, то у компании AOS восходящий тренд, то есть увеличивается свободный денежный поток и чистая прибыль. У компании PNR данные показатели находятся в боковом движении. Давайте теперь посмотрим на цифры, а именно прибыли на акцию. У первой компании AO Smith прибыль на акцию из года в год растет. У PNR данный показатель прибыль на акцию он снижается с 2016 года. Касательно рентабельности собственного капитала, то у компании AO Smith он имеет нисходящий тренд, но это не столь критично. У компании PNR он имеет восходящий тренд. Касаемо чистой маржинальности отношения прибыли к выручке, то компания AO Smith имеет боковое движение. По компании PNR идет историческое с 2016 года снижение чистой маржинальности. Касаемо долгов к собственному капиталу, у компании AO Smith они снижаются с 2016 года, у компании PNR они также снижаются, но долгов все-таки меньше у компании AO Smith. Что касается dividend payout ratio, выплаты дивидендов, значит, от прибыли, 49% от прибыли направляется на выплату дивидендов по компании AO Smith. По компании PNR данный показатель меньше, и он составляет 35%. Касаемо активов. Активы растут у компании AO Smith, обязательства снижаются, акционерный капитал растет. В компании PNR мы видим уменьшение активов, уменьшение обязательств и уменьшение акционерного капитала. По выручке. Выручка растет у компании AO Smith, также у компании PNR. Чистая прибыль несколько снижается у компании AO Smith, но если мы смотрим квартальные показатели, то чистая выручка, чистая прибыль, она увеличивается. У компании PNR она снижается. Что касается, значит, акций в обращении, то у компании AO Smith они уменьшаются, и у PNR также уменьшаются. То есть компании реализуют программу обратного выкупа акций.
По свободному денежному потоку, как уже было отмечено ранее, у компании AO Smith они увеличиваются, а у компании PNR они уменьшаются. Давайте теперь посмотрим на исторические значения мультипликаторов P на E и Price to Book компании AO Smith, а также на прогнозные прибыли будущего периода. По мультипликатору P на E он равен 30, это несколько выше среднего значения. Среднее значение в районе 23 у данной компании. По Price to Book также в настоящее время компания торгуется с данным показателем 5,4. Это является также выше среднего исторического своего значения. По прогнозным показателям прибыли на будущий период компания ожидает увеличения своих финансовых показателей на 2021-2022 год примерно на 15% в год. Что касается исторических значений компании Pentair, P на E также завышенный 27 своего исторического диапазона цен, и Price to Book также торгуется выше своих исторических значений. Касаемо прогнозных значений прибыли на будущий период, то компания ожидает роста финансовых потоков примерно на 10 и 14% из года в год. Давайте теперь посмотрим на дивидендную доходность обоих компаний. В настоящее время AO Smith дивидендная доходность порядка 1,8% и пятилетний рост дивидендных выплат составляет 20%. На протяжении 8 лет компания увеличивает свои дивидендные выплаты. По компании Pentair, див-доходность несколько ниже, 1,4%, пятилетний рост в минусе, то есть компания не увеличила свои дивидендные выплаты. И, как мы видим, в течение только одного года компания увеличивает свои дивидендные выплаты, поэтому пятилетний рост он в минусе. Давайте теперь посмотрим на обратный выкуп или доп. Эмиссию по компании AO Smith и компании Pentair. Как я уже упоминал ранее, реализуется программа обратного выкупа акций. По акционерному капиталу мы видим рост по компании AO Smith, у компании Pentair также виден рост, но несколько акционерный капитал был снижен с 2018 года. По инсайдерской информации нет каких-либо таких существенных сделок по купле-продаже. Реализуется продажа обоих активов по рыночным ценам. По деятельности хедж-фондов за четвертый квартал было снижение по компании AO Smith, а по касаемо компании PNR хедж-фонды остались нейтральны, они удерживают свои позиции по отношению к предыдущему периоду. Давайте теперь посмотрим на динамику роста акций по двум компаниям. AO Smith за прошедший год акции выросли на 22%. По PNR компании выросли на 25%. В сравнении с индексом, это выше индекса, рост индекса составил 15%. Исторический темп роста акций за год по компании AO Smith они выросли 20%, за 5 лет на 84%, за 10 лет на 484%. То есть видим ростовой потенциал компании. По компании Pentair за 1 год акции выросли на 27%, за 5 лет на 30% и за 10 лет на 58%. Давайте теперь посмотрим на исторический темп роста при инвестировании 10 тысяч долларов в разрезе сравнения вложений в индексе S&P 500 и PNR. Если мы сравниваем компании AO Smith с индексом S&P 500, то общий доход за промежуток 25 лет выше у компании AO Smith. То есть при вложении стартовых 10 тысяч долларов в акции компании за 25 лет они выросли примерно на 3000%, и возвратный капитал был бы уже в районе 300 тысяч долларов США. Это с учетом реинвестирования дивидендов. А по компании Pentair, если мы сравним две компании, то также у компании AO Smith отдача, возврат на собственный капитал, он выше.
с учетом реинвестирования дивидендов по компании ПНР общий доход составляет чуть более 1000%. Давайте теперь познакомимся с мнениями аналитиков, с прогнозами, что они прогнозируют по двум компаниям. По компании AO Smith аналитики прогнозируют рост порядка 10% от нынешней котировки акции. Значит, средняя цена порядка $63. С данным прогнозом я согласен. Если компания будет дальше показывать улучшение, увеличение прибыли на акцию, выручки, чистой прибыли, то данный рост будет оправдан. По компании ПНР аналитики несколько пессимистично настроены по данной компании, но они также прогнозируют рост, но не такой существенный. Давайте я познакомлю вас со своим прогнозом, что я думаю в настоящее время по компании AO Smith. Как видно из графика, цена акции находится в восходящем тренде, в таком неком канале. В настоящее время цена акции подошла к уровню сопротивления в районе $58 и отскочила от него. Конечно, есть прогноз на 2021 год. Я выставляю его порядка $62,5. Это была бы для нее справедливая прогнозная цена на 2021 год. И потенциал роста порядка 10%. Что касается прогнозного диапазона к покупке, по которой бы я приобретал данную компанию, данный актив, то интересными точками входа была бы цена в районе $52. То есть это такой линия поддержки, как мы видим из графика, и вполне она может к этим ценам и прийти. Значит, данная цена была мною рассчитана с учетом прибыли на акцию, с учетом показателей P на E. Ну, также не стоит забывать о том, что скоро будет отчет у компании, нужно его будет внимательно смотреть, его ждать. На этом, пожалуй, все, друзья. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Пишите свои комментарии, какие обзоры компаний вы хотели бы видеть в моих роликах. На этом все. Всем удачи в инвестициях. Пока.